Всем привет! Наконец-то мы приступаем к комиксу «Сорвиголова. Рожденный заново». Автор сценария Фрэнк Миллер, художник Дэвид Мазучелли. Вся эта арка, так называемое переосмысление дьявола адской кухни, и вышло оно, на мой взгляд, превосходным. В частности, именно эту арку «Сорвиголовы» относят к разряду одной из самых лучших в истории Marvel Comics вообще. Охватывает она, кстати, с 227 по 231 выпуски, но мы захватим 226, там делается небольшой сетап на то, в какой точке находится Мэтт Мёрдок, и 232 и 233, как своеобразный эпилог, который стягивает хвосты оригинальной истории. Также отмечу, что именно этот комикс вошел в основу истории дьявола адской кухни с Netflix. Возможно, вы найдете точки соприкосновения с сериалом и обязательно напишите об этом в комментариях. Меня зовут Мортен, приятного просмотра. Буквально кратко пройдемся по непосредственно 226 выпуску. Как я уже говорил, это так называемый сетап на то, в какой точке находится Мэтт и что с ним в целом происходит. Начинается комикс с того, что Мелвин Поттер, он же Гладиатор, можете помнить его опять же по сериалу, пытается ограбить ювелирный магазин. Мэтт думает, круто, давай, Мелвин, все меня предают, и ты давай, конечно. Сорвиголова выбивает всю дурь из него, и Гладиатор пытается ему объяснить: слушай, я просто хочу спасти Бетси, это возлюбленная Мелвина. Похитители сказали, что навредят ей, если я не заплачу выкуп. Мэтт понимает, что совершил огромную ошибку и клянется, что он спасет ее. Фоном мы узнаем, что Мэтт и Фоги прекратили совместную деятельность. Что мы имеем здесь по итогу? Психика Мёрдока потихоньку идет под откос, а карьера на закате. Теперь же перейдем к основной истории. Апокалипсис. Комикс открывается видом на некое прокуренное помещение. Вентилятор, работающий из-за жары вовсю, весь этот смрад раздувает настолько, насколько это возможно. Мужчина спрашивает у сидящей рядом девушки: «Слушай, я точно видел фильм с тобой. Ты вроде котируешься у мужиков. Как там тебя зовут, говоришь?» И это оказывается Карен Пейдж. Карен пытается убедить мужчину, что то, что находится в конверте у нее в руках, стоит как минимум $1 миллион. И она объясняет ему: «Ты не понял. Внутри имя Сорвиголовы. Я написала имя настоящее. Берешь или нет?» Делает это, как, по крайней мере, она сама поясняет, только для того, чтобы якобы выжить. И она делает то, что приходится делать. Минута интересных фактов. В этот момент комикса Карен уже снялась в порнографическом фильме, о чем уже сказал мужчина ранее, а также она плотно сидит на героине. Несложно догадаться, что с огромной вероятностью она продает имя Сорвиголовы за очередную дозу. Это, кстати, будет в дальнейшем также проговариваться. 6 недель спустя. Двое мужчин, Ральдо и Тонио, покуривая сигареты, разговаривают о том самом конверте. Карен все-таки убедила мужчину взять его. «Знаю. Твое время дорогого стоит, Тонио. Я смогу его окупить сполна. Тайна личности Сорвиголовы». На что Тонио ему подмечает: «Ты ох как рискуешь». Далее нам показывают яхту, на которой собрались некие люди, связанные с какой-то организацией. И перед ними стоит огромный мужчина, который курит сигару. Себя он называет Кингпином. Вот это слово характеризует его лучше всего. Говорят, он крышует все то плохое, на чем зарабатывают все грязные деньги в мире, что мы называем свободным. Один из присутствующих поясняет: «Сэр, в Мексике мой кузен Тонио, в общем дилер, утверждает, что повстречал пассию Сорвиголовы. Она за дозу продала его имя». Фиска это заинтересовало. Он приспустил очки, и этого знака было достаточно, чтобы все ушли прочь. Остался только Джеймс Уэсли.
Мы его могли видеть в сериале от Netflix, который обычно ждет каких-нибудь немедленных и важных приказов. Уилсон тем временем понимает, что все очень серьезно. «Разверните яхту на Нью-Йорк, найдите всех, кто коснулся конверта, и тех, кто разговаривал с теми, кто его касался. Ждите приказ об устранении, а я проверю информацию». 6 месяцев спустя. Спальня. В кровати лежит Мэтт Мёрдок. Закадровый голос рассказывает. За окном зима. Мэтт Мёрдок слеп, но он чувствует гул машин и холод. А еще он сорвиголова, и из-за этого вся его жизнь пойдет ко дну. Сорвиголова. Он прокручивает это имя внутри своей шумящей головы. Утешения не переносит, но оно настоящее. Ничто другое не определяет Мэтта лучше. Мэтт потихоньку встает. Ему крайне тяжело, и по ощущениям все это похоже на похмелье. Он вновь проговаривает свой origin для читателя. Буквально в 2 словах. Я жертва радиации, которая наделила меня остротой ощущений сверхчеловека, но взамен погрузила в мир вечной тьмы. Я этого не просил, но я стал сорвиголовой, борцом с преступностью. Оказывается, что острый слух Мэтта засек шум, который раздавался у входной двери. Почта. Он ощупывает конверт и по оттиску чернил читает. Чего-то с пометкой «Адвокатская контора». Нет предложений. 0. Кассета от девушки. Не к добру. Письмо из банка. Они не получили 2 последних взноса по ипотеке. И записка из налоговой. Налоговая история проходит аудиторскую проверку, а значит, каждый пенни на счету заморожен. Мэтт включает кассету, которую он получил по почте. Это его девушка, Глори, которая таким нетривиальным путем рассказывает, что от него уходит. Они расстаются. Тем временем Мёрдок говорит по телефону и узнает, что его бухгалтер Сид также от него уходит. Нет, тут нет романтических взаимоотношений. Нам не показывают вторую сторону этого диалога, но, судя по ответам Мэтта, что-то там нечисто, и это послужило причиной, по которой тот также прекращает с ним сотрудничество. Резкий стук в дверь. Вновь письмо. Оказывается, что это от окружного прокурора, и он хотел бы видеть Мэтта на слушание, но не как свидетеля. Спустя час Мёрдок добирается и узнает напрямую. «Мэтью, у тебя неприятности. Я рискую своей репутацией, говоря с тобой. Тебе предъявляют обвинение не просто коп, а Николас Манолис. 20 лет стажа, безупречная служба. Не мне тебя судить, но заявление, данное под присягой, гласит: Манолис видел, как ты платишь свидетелю, чтобы тот оклеветал сам себя». Мэтт сокрушается. «Как так? Я знаю Ника. Я ни за что не поверю, что он мог вот так поступить». И рассерженный уходит. Событие переносится в некую квартиру. Фоги открывает дверь и видит, как уже бывшая Мэтта, Глори, сидит посреди комнаты и плачет. «Они забрали все, Фоги. Выгребли все подчистую. Кто на такое способен?» И это событие ломает ее, и она принимает решение уехать отсюда раз и навсегда. «Нью-Йорк пугает меня больше, чем Белфаст со своими бомбами. Я не могу остаться здесь, только не среди этой разрухи. Все сломано». Событие переносится в офис Daily Bugle, и закадровым голосом этого комикса оказывается Бен Урих, репортер. В 2 вариациях мелькал уже на экранах, и в фильме 2003 года, и в сериале от Netflix. Рядом с ним Джозеф Робби Робертсон. Вы его могли видеть у Сэма Рэйми в трилогии Человека-паука, который передает Уриху клочок бумаги, на котором некие материалы замаскированы под Associated Press, и в них сказано, что Мэтту Мёрдоку предъявлены обвинения в подкупе, лжесвидетельстве и превышении полномочий. Урих в шоке. Он не верит в происходящее. Он сразу же звонит Мёрдоку и расспрашивает о том, а что это вообще такое. Мэтт, с другой стороны провода, максимально холоден. «У меня нет официального ответа для прессы». На что Бен говорит: «Слушай, я не записываю. Ты можешь мне довериться». Но Мёрдок
просто выдавливает из себя смешок и кладет трубку. Урих озадачен. Далее уже рассказ с перспективы Мэтта. Банк утверждает, что я им не платил, хотят меня выселить. Я кричу в трубку, а в ответ тишина. В чековой книжке все в порядке. Это доказывает, что я делал все вовремя. Ни следа о ежемесячных отчетах. Банк их не обналичивал. Может, потеряли на почте? Мэтт чувствует, как что-то ужасное надвигается на город, и он достает из сундука костюм сорвиголовы, или, как он его называет, сверток одежды, единственная часть меня, ради которой стоит жить, отдушину, которую я могу себе позволить, когда наваливается слишком много проблем. Мэтт, облачаясь в костюм, выбегает на крышу, и его встречает метель. Он прыгает с крыши на крышу и ловит от этого неподдельный кайф. Глори и Фоги тем временем проводят время вместе. Между ними идет небольшой диалог, в рамках которого девушка пытается флиртовать с Нельсоном и даже берет его за руку, но он, как друг Мэтта, понимает, что так делать нельзя, и убирает руку со словами «Ой, время-то позднее, пора спать, на кушетке». Отличный кадр. События опять переносятся к Мёрдоку. Оказывается, что его путь лежал прямиком к квартире Ника Манолиса. Он вскрывает стекло, открывает окно и пробирается внутрь на кухню, где и застает Ника врасплох. «Ник, зачем лгать? Зачем пытаешься подставить Мэтта Мёрдока?» И это становится триггером. Манолис разбивает бутылку, которую держал в руке, и делает из нее розочку. Мэтт чувствует, что от копа пахнет потом виноватого человека, а кровь приливает к голове, неприкрытая ярость. Ник атакует, но Мэтт останавливает его руку и кидает его на стол. Встав вновь на ноги, Ник видит, что сорвиголова исчез. Немедленно он начинает набирать номер и дает кому-то отчет. «Да, он здесь был. Я сделал то, что вы сказали. Пожалуйста, мой мальчик. Врачи сказали, что ему срочно нужен этот курс лечения». Естественно, Мэтт это слышит. Он затаился аккурат у окна. Сразу становится понятно, что Николас стал жертвой чьей-то манипуляции. Кто-то могущественный приложил свою руку. Мэтт возвращается домой в размышлениях о том, кто бы это мог быть. Кому конкретно именно Мэтт Мёрдок перешел дорогу. Вернувшись, безопасное место перестало быть таковым, так как электричество отключили, телефон не работает, и Мэтт просто ложится спать. Мы вновь ненадолго возвращаемся к Фоге. Естественно, он лег на кушетку, как и обещал. Первое, что он чувствует, кроме затекшей шеи, запах яичницы, блинчиков, бекона. Разумеется, это рай. Но ангел здесь Глори. Они улыбаются друг другу. Тут же раздается звонок, и Глори поднимает трубку. «Да. Здравствуй, Мэтт. Нет, ты не ошибся номером. Да, сейчас передам». Фоги берет трубку, и Мэтт вываливает абсолютно все, что произошло за минувшие сутки, а в частности делает акцент на слушании, которое вот-вот состоится и о котором Фоги, естественно, не знал. Далее нам рассказывают о последующих нескольких неделях и о том, насколько они были ужасны для Мэтта напрямую. Кингпин тем временем размышляет. «Словно муха, он дергается в моей паутине, так аккуратно сотканный, так тщательно расставленный. Жучок в офисе докладывает мне о днях, нет, неделях, проведенных мистером Нельсоном и мистером Мёрдоком в тщетных попытках выстроить защиту против идеального обвинения. Фото со спутника позволяют тщательно изучить падение Мёрдока. Но самое приятное — это ночи, во время которых мелкие сошки, словно нервные окончания, в один голос докладывают об агрессии сорвиголовы. Кулаки беспомощны против интриг, что разрушит его жизнь, а это подведет его к черте. И вот оно. Бар Waterfront, место, куда он заходит, чтобы собрать информацию у моих подручных. Сегодня он не детектив, нет, он попрошайка, без осторожности, без стратегии. Он потерян, он сломлен.
Мы видим, что Мэтт на грани. Он раскидал всех, кто был в баре, и задавал всего лишь один вопрос. «Кто-нибудь расскажет мне о Мэтте Мёрдоке?» Фиск продолжает, и действительно он поступил очень хитро. Никто не может выдать весь план, так как этот план распределен хаотично среди дюжин людей. Тем временем был отдан приказ устранить всех причастных, в том числе Карен Пейдж. И здесь он упоминает трещину, которая зиждется в Мёрдоке. Старт этому надлому произошел как раз в предыдущем номере, о чем я упоминал ранее. По поводу слушания тоже не забываем. Фиск отмечает, что Франклин Нельсон крайне полезный молодой человек. Он умеет видеть детали и мастерски использует прецедент. Безусловно, Фоги выступил в защите, и по итогу Мэтт лишится лицензии адвоката, но избежит тюрьмы. Фиск за кадром поясняет, что это приведет Мёрдока к бедности, публичному позору. Это лишит его дома, приведет на скользкий путь выживания. Единственный путь и единственную насущную проблему для его жизни в дальнейшем. Уилсон также планирует использовать таланты Мэтта после, но только когда от того останется лишь его блеклая тень, которой можно будет очень легко манипулировать, однако и это не общая цель Фиска. Он хочет нанести последний удар, но он колеблется, так как одно дело стратегия, а другое дело желание. Нельзя портить состоявшееся выгодное положение. Тем временем Фоги сожалеет, что не смог полностью обелить репутацию Мэтта, но Мёрдок убежден в обратном. Его друг сделал все возможное. Фоги, я не заслужил такую дружбу. И они обнимаются. Тут я напомню, Фиск дал приказ устранить причастных, в том числе Карен Пейдж. Мы видим ее, кстати, в отвратительном состоянии. Из-за ломки она дрожит, ее руки и ноги болят, и она хочет отдаться за дозу, потому что денег или чего-то еще более стоящего у нее банально нет. Она открывает дверь и видит, как наемник Фиска убил дилера. Тот немедленно стреляет в Карен, но ей удается сбежать, и убегая, она проклинает себя за то, что совершила. Она предала человека, который всегда ей помогал. Тем временем Мэтт возвращается домой. Письмо о выселении не помещается в кармане куртки. 30 дней на то, чтобы избежать передачи недвижимости кредитору. Мэтт рассуждает, что если это не один человек? Что если это группа людей, электрики, бухгалтеры, все, Глори в том числе. Звоню Фоги, а трубку берет она. А может, это и Фоги заодно с ними? Да бред какой-то. Он же мне помог. Или это часть плана? Параноидальная сторона Мёрдока дает о себе знать. Потихоньку сходит с ума, конечно же. Подходя к дому, Мэтт чувствует, что его ноги дрожат. Что-то под мостовой. Грохот, и раздается взрыв. Весь дом просто взлетает на воздух. Спасатели уже в пути. Мэтт просто смотрит на то, что осталось от его дома. Он подходит ближе, падает на колени и берет то, что осталось от его костюма. Мэтт начинает плакать. Я бы никогда не связал все произошедшее с тобой. Ничто не указывало на тебя до этого момента. Прекрасно исполненная работа, мистер Фиск. Не стоило тебе расписываться под своим творением. Чистилище. Они обычные люди, они стараются не думать о том, кем он был. Для Фоги лучший друг, партнер. Для Глорианы О'Брин возлюбленный. Они стараются. Тем временем Фоги и Глори проводят время вместе. Такой веселый и весьма занятный быт. Не более. Звонит телефон. Глори поднимает трубку, и она в ужасе смотрит на Фоги и начинает плакать. Это Мэтт. Он говорил что-то невнятное. События переносятся непосредственно к Мёрдоку. Он лежит в постели и рефлексирует на тему происходящего. Окно закрыто, но это ничего не меняет. Холодный ветер сводит спину до скрежета зубов.
Нет отопления. Я хотел остаться в отеле, но налоговая закрыла мои счета. У меня меньше 10 баксов в кармане. Нашел то, что мог позволить. Я был бы рад пожить у друга. Найдите того, кто не предал меня, покажите его мне. Я был профессионалом, не говоря уже о супергеройском хобби. Теперь я просто слепой. Потерял дом, работу, девушку. Судьба дала мне сверхчеловеческое осязание, обоняние и слух, так что теперь я ощущаю свою никчемность крайне остро. Психологическое состояние Мэтта, как и у любого из нас в этот момент, крайне сильно надламывается. Ты везде ищешь подвох, вокруг враги, все предатели. А все потому, что пул каких-то совпадений может, на первый взгляд, очевидные события и реакции перевернуть с ног на голову, по крайней мере во внутреннем понимании. Это создает иллюзорную и опять же враждебную картину мира, что крайне плохо. Мэтт вроде как это и осознает, а вроде и нет. Он точно знает, что немного сходит с ума и понимает, что все-таки вина лежит всецело и полностью на Кингпине. Единственный настоящий враг, как его называет Мэтт. До Мёрдока доходит, что, кажется, все-таки кто-то сдал его, но неудивительно, ведь угроза и подкуп для Фиска вторые имена. И Мэтт ничего лучше не придумывает, как убить Уилсона, но это всего лишь мысли. Обратите внимание, как Мёрдок лежит в обессиленном состоянии. В комиксе мы узнаем, что такое продолжается уже как минимум несколько дней. Очень уж похоже на депрессию во всей ее красе, но я не доктор, диагноз поставить не могу, уж извините. Мэтт рассказывает и далее за кадром. Фиск — глава преступного мира. Он объединил всех и сделал из них армию, бизнес, эффективный и весьма доходный. Да настолько, что экономика города зависит от преступников. Он — Кингпин. И в последнее время его больше занимает Мэтт Мёрдок. В роли сорвиголовы не был большой проблемой, но был зудящий над ухом мухой. И теперь, как злобный ребенок, он мучает эту муху, нащупал слабое место для начала, тайну личности. Всего-то пара звонков, и он до основания разрушил все. Нечего восстанавливать, но если бы он не знал, что Мёрдок уже был сломлен, и его надо было лишь слегка подтолкнуть. Факт того, что Мэтт сходит с ума, радует его больше, чем физическое насилие над ним. Он смотрит и думает: жизнь прекрасна. В 2 кварталах какой-то мудак слушает радио на всю. Оно плохо настроено, смесь помех и неразборчивых слов, уши вянут, а я слышу. Я все слышу. Автосигнализация не отстает, ей плевать, что я устал. Проще выйти и поесть. Выйти! $2. На завтра хватит. Поем, будет лучше, потом тренировка. Нет, никакой тренировки. Все взорвали. Может, я Фиска поколочу? Отличная боксерская груша, жирка хватает. Выхожу. Незнакомец подвозит меня в центр города, аккурат к штаб-квартире Фиска. Я его избиваю, он молит о пощаде, возвращает мне мою жизнь и сдается полиции. Все узнают, что я невиновен, парад в мою честь. Оказывается, Мэтт задремал. Мысль о том, чтобы нанести Фиску физический вред, отомстить всеми силами, максимально поглотила его. Похоже ли это на отчаяние? Мне кажется, что да. Но тут и спору нет, все предельно ясно. Также мы узнаем, что Мэтт часто звонит Глори, но попытки ли это найти какую-то поддержку? Его состояние на измене приводит к тому, что он говорит сам себе, что она его не заслуживает. Фоги в один из таких моментов пытается поговорить с Мэттом, но тот спешно кладет трубку. Но безумие Мёрдока вновь захватывает его. Он звонит вновь. Фоги не берет трубку, но Мэтт проговаривает: «Я знаю про тебя все, Нельсон». В этот момент Мэтт слышит шаги по направлению к его двери. Шаги. Все ближе. Еще ближе. Дышит как толстяк. Вздыхает. Хрипит. Останавливается прямо перед дверью. Прямо здесь. И раздается стук. Мэтт затаился за углом. Дверь открывается, и это оказывается владелец гостиницы или же что-то вроде администратора. Арендодатель, короче.
Мужчина говорит ему: «Мужик, ты до полудня оплатил. Гони $8, а?» Но мы видим, что безумие Мэтта ведет его к очень странной черте. Он хватает за горло этого мужчину, слегка придушивает и по итогу оставляет в покое. Он звучит и пахнет, как жирный прокуренный управляющий. Вздрагивает в моей руке и оседает. Красиво. Оставлю его в покое. Нет смысла допрашивать. Я знаю, кто его отправил. Я иду за тобой, Кингпин. Некий подручный Фиска тем временем следил за Мэттом долгое время. Он пересказывает Уилсону, что... «Слушайте, босс, Мёрдок на иголках. Он впервые демонстрирует неадекватное поведение. Вырубил управляющего, а в метро, когда бандиты вырубили пожилого мужчину, что хотел покинуть вагон, то он просто ничего не сделал. Единственное, что привело его в чувство — пистолет аккурат у лица. Он раскидал подростков, демонстрируя необыкновенные боевые навыки. А тот, кто хотел сбежать, он получил травму позвоночника. Третий по итогу смог выстрелить, но и здесь Мэтт, не сдерживаясь, сделал все, чтобы его остановить. На ближайшей остановке полиция заявилась в вагон, но и тут Мэтт себя не сдерживал. Он достал дубинку у патрульного и вырубил его. Пешка Фиска еще раз подмечает, что да, Мэтт точно сошел с ума, так как сейчас весь мир его враги. Фиск больше чем доволен, потому что о таком он даже и мечтать не мог. К тому же, цитируя Уилсона: «Я завидую тебе, червяк, ведь ты наблюдал смерть благородного человека». И он знает, что Мэтт идет за ним прямо сейчас. Мэтт тем временем звонит Фоггу. Он просит его выслушать, потому что понимает, что он абсолютно серьезно болен, у него какое-то помутнение, паранойя, которые очень сильно влияют на все то, что он делает прямо сейчас. Здесь же Мёрдок признается, что он избил копа, и также он признает, что если он придет к Кингпину сейчас, то убьет его на месте. И оказывается, что все это время Мэтт говорил с оператором. Точное время 10 часов 32 минуты. Тем временем события переносятся к Карен Пейдж в Мексику. Она пытается кому-то позвонить, так называемый спасительный номер, который она никогда не забудет. Но на линии тишина. Она вспоминает человека, вспоминает Мэтта, мужчину, которого она любила и которого она предала. Человека, который может ее спасти. Но оператор говорит, что номер не обслуживается, и Карен понимает, что все куда хуже, чем она могла себе представить. Возвращаемся в Нью-Йорк. Бен Урих объясняет Джей Джонни Джеймсону, что Мёрдок невероятно честный человек, и его точно подставил Кингпин. Урих сообщает, что вне зависимости от того, где будет публикация, он возьмется за эту историю. Джеймсон подмечает, что «Бен, ты какой-то слишком резкий. Такое бывает редко». Не мудрено, что Урих так реагирует, ведь если речь идет о несправедливости, то он своими методами докапывается и рассказывает правду. Глори и Нельсон узнали о взрыве, который произошел, и они невероятно обеспокоены тем, что происходит с Мэттом. В полицию Фогги позвонить себя заставить не может, впрочем, все, что сейчас остается, это только ждать. Мёрдок тем временем уже в офисе Фиска. Его ждут. Он напрямую идет на встречу с Уилсоном, чтобы его убить. Фиск видит Мэтта, улыбается ему, и они молча начинают бой. Параллельно мы видим Карен, которая решительно настроена вернуться в Нью-Йорк. Она отчетливо понимает, что она находится на дне, что у нее сильнейшая ломка, и она не понимает, как вообще подсела на эту дрянь и очутилась в Мексике. Мэтт и Уилсон продолжают бой. В какой-то момент даже дубинка, которую Мёрдок отнял у копа, ломается о голову Уилсона. После этого он останавливает Мэтта, перехватывает удар и выбивает из него всю дурь. Он лежит без сил. «Никогда не сдаваться.
Никогда. И Фиск наносит финальный удар. Мы видим машину такси. Голос за кадром рассказывает. Было бы так прекрасно все закончить там. Что-то в этом человеке будет в Кингпине ту ярость, давно забытую с юных лет. Нужно приложить невероятные усилия, чтобы не разорвать Мёрдока на куски, но Кингпин аккуратен, мелочи главное. Смерть Мёрдока не может быть загадочной, подозрительной, вопросов быть не должно. Поводов для расследования тоже. Полуживой, но живой, в угнанной машине такси его сталкивают с пирса под номером 41 в Истривер. Все смазано химическим раствором, неотличимым от естественной ржавчины. Мэтта обливают виски, бутылка на коленях. Предыдущий владелец убит той самой украденной у копа дубинкой. Проходят дни, недели, но Фиск не забывает о Мёрдоке. Он представляет его финальный момент агонии. Беззвучные крики разносятся по отравленной воде. Удовольствие неописуемое. Мир наполняется новыми красками. Рутина приятна, как детские игры. Опорочил, уничтожил и убил единственного хорошего человека, что он знал. Это триумф Фиска. Но мы же с вами знаем, что триумф Фиска не может длиться вечно, не так ли? Да, находят такси, да, находят следы борьбы и кровь, но тело не нашли. И эта мысль эхом проносится у Уилсона в голове. Он не напуган, нет, скорее в предвкушении того, что же произойдет дальше. Ему дали шанс поиграться с любимой игрушкой еще один раз. И мы видим выжившего Мэтта Мёрдока в переулке. Изгой. Я никогда не верил во все эти истории. Жизнь не проносится перед глазами. Казалось, что на это нет времени, что жизнь слишком насыщенная, но потом понимаешь, что важного очень мало. Мэтт вспоминает момент, когда он попал в ту самую злополучную аварию. Момент, когда он спасает пожилого мужчину. Момент, когда он обретает силы. Да, оно циркулирует у меня в крови. Меняет. Кровь. Горит. Мэтт вспоминает весь спектр того, что он испытал после инцидента. Сердце стучит так громко, будто выпрыгнет из груди, проговаривает он. Кровь проносится по телу с огромной скоростью прямо в череп. Все болит. Безусловно, он описывает моменты, когда его чувства уже сильно обострились, и все вокруг для него кажется не то чтобы чужеродным, нет, скорее странным. Химический запах от дезинфекции, простынь как наждачка, что царапает кожу, так как она накрахмалена. Дверь открывается с кричащим скрипом. Врачи ставят уколы, капельницы, режут лицо, как выражается Мэтт, но он чувствует абсолютно все. Все болит. Мэтт тем временем начинает плакать, он вспоминает. Его собственный крик был настолько громким, что пришлось замолчать. Единственное, что он хочет — умереть, исчезнуть. Но нужно привыкнуть. Нужно приглушить чувства. Остается агония. Также он вспоминает, как его отец впервые после аварии его навестил. «Сынок, ты слышишь меня? Сынок, врачи говорят, ты поправишься. Ты герой, мой мальчик. Ты герой. Отдыхай, пожалуйста». Мэтт слышит его. Он дышит словно великан. Это мой отец? Беспокойство отца окрашивает мир в красный, и когда он уходит, наступает ночь кошмаров и бесконечного кашля где-то на первом этаже. Мягкие шаги, нежный женский запах, мягкий голос. И маленький Мэтью вступает с этой женщиной в диалог. Он делится с ней тем, что с ним происходит, что он чувствует, слышит. Она же тем временем считает, что это не что иное, как благословение. На вопрос «Кто ты?» она не отвечает, просто молча целует его в лоб.
Мэтт чувствует, что с ее шеи свисает золотой крест, и она просит его дать обещание. Эта встреча для Мёрдока оказалась крайне важной, потому что он получил надежду. Стало легче. Во вторую встречу с отцом Мэтт уже спокойно распознал отца, который решил поговорить с сыном серьезно. Он ему поясняет, что с ним произошло, но Мёрдок и так все понимает и принимает. И в частности из-за того, что он дал той женщине обещание. И это было обещание справиться с тем, что с ним происходит. Обещание быть сильным духовно. Да, Мэтью не рассказал отцу о том, что он получил новые способности. Чтобы ими овладеть, он нашел учителя. Привет, Стик. Впоследствии это привело его на путь линчевателя под именем Сорвиголова, а фоном развивалась его карьера, адвокатская. Он обрел дом. Но сейчас это все в прошлом, потому что Кингпин пришел и забрал все. Узнал тайну личности и стер с лица земли репутацию Мэтта Мёрдока. И я напал на него. А он убил меня. События происходят в Рождество, центр города. Люди носятся за подарками, на улице выступают музыканты. Фоги и Глори прогуливаются по городу. Как из ниоткуда сумочку у девушки выхватывает грабитель. Она пытается его остановить, но безуспешно. Фоги реагирует, но поскальзывается. Глори тем временем нападает на злоумышленника, пока толпа молча смотрит. Грабитель достает складной нож, но благо Фоги думает крайне быстро. Он берет шар для боулинга, что он приготовил для одного из своих друзей в качестве подарка, и бросает аккурат в лицо преступнику. Это весьма больно. Конечно. Чтобы вы понимали, шар для боулинга весит примерно от 3 до 8 килограмм приблизительно. Номер не видим, чтобы определить, сколько примерно в нем футов, так что можем только предположить. Но судя по тому, что мужик в сознании и даже способен бежать, то, вероятно, не особо-то и много. То есть до 4 килограмм, от 6 до 9 футов. Глори отмечает то, что я уже упомянул. Никто не помог. Никто не дернулся, никому нет дела до того, что ее могли ограбить. Фоги уводит ее согреться и чуть выдохнуть. Тем временем Мэтт наконец-то встает на ноги, а Бен Урих встает у руля закадрового голоса. Он, кстати, приходит в палату к Нику Манолису, чей сын находится в тяжелом состоянии. Редактор просит что-нибудь милое для рождественского выпуска, что-нибудь о детях и щенках. Но я здесь. Забудьте все, что вы знали об этом месте. Это не просто психушка, это обычная больница. Да, тут есть эмоционально нестабильные субъекты, но у них есть и психически здоровые. Ну, например, ребенок с заболеванием сердца и его батя продажный коп. Я Бен Урих. Я журналист. Вот мой рождественский сюжет. Манолис, естественно, не рад его видеть. Репутация Уриха впереди планеты всей. Тем не менее, Бену нужна информация. 20 лет на службе, ни одного замечания, отпуск не брал. Как сын. Про Мёрдока давно ничего не слышно. Он, наверное, мертв. Его подставили. Впервые такое вижу. Ты соврал. Дал ложные показания против него. Его отстранили от работы, объявили вне закона. Ты выполнял поручения Фиска. Не первый коп, вставший на эту тропу, Манолис, но я понимаю. У тебя хотя бы был повод, лечение дорого стоит. Страховки не хватит. Так ты ответишь, как сын? Начались осложнения. Скоро операция. Может умереть сегодня. Мэтт тем временем бредет по улицам города. Куда? Неважно, как говорит Мёрдок. Тем временем в Мексике Карен обворовывает слепых, чтобы ее отпустила ломка. Ей нужна еще одна доза. Ей нужны деньги. Ей нужно, чтобы Мэтт спас ее. Внезапно слепой старец ловит ее за руку, начинает кричать, и она ничего лучше не придумала, как разбить вазу с деньгами о его голову. Она быстро собирает то, что может, и сваливает и еще раз сваливает в закат. И да, за ней следуют наемники Фиска. Он же подчищает хвосты, если вы вдруг забыли.
Мэтт вполсилы бредет и выходит на оживленную дорогу, где его сбивает машина. Впрочем, людям внутри плевать. Сбили и сбили. «Не останавливайся», — проговаривает Мэтт. Он забредает в переулок, где двое раздевают уличного поберушку в костюме Санты. Не уверен, что это можно так назвать, но это не столь важно. Одним из нападавших является Тёрк Барретт. Его вы можете помнить по сериалу «Сорвиголова», буквально по самой первой серии. Если честно, это тот самый афроамериканец, которого Сорвиголова избивал вот на протяжении всех сериалов, и он даже, по-моему, в сериале «Каратель» засветился. Вторым оказывается Гротто, который тоже был, но уже во втором сезоне. За ним, по-моему, охотился Фрэнк Кассел. Тем не менее, возвращаемся к комиксу. Мэтт встречает их и просит снять костюм. Не буду останавливаться на истории Фоги и Глори, потому что по большей части здесь важно только одно. Глори все больше проникается к Нельсону чувствами, особенно после того, как тот в звонке матери сказал, что встретил сказочную девушку. Тёрк и Гротто пытаются дать Мэтту денег, но тот просто хочет заполучить костюм. Ни больше и не меньше. Тёрк, недолго думая, достает нож и бьет им Мёрдока. Гротто в ужасе, и они сваливают как можно быстрее. Тем временем Урих продолжает допрос Манолиса, понимая, что либо сейчас, либо никогда. Николас осознает свою ошибку, раскаивается, поэтому решил, что идти на компромисс, особенно в его ситуации сейчас, это лучшее решение. Состояние Мэтта оставляет желать лучшего. Он проговаривает, что да, ножевое ранение его подкосило, но больше всего болит сломанное ребро от удара Кингпина. Все стало хуже, когда его сбила машина, но он должен идти. Неважно, насколько это тяжело. Сила воли, конечно, монструозная. Будь он в DC, то явно стал бы сильнейшим зеленым фонарем. Возвращаемся к Карен. Она оказывается в каком-то дорогом заведении и разговаривает с неким мужчиной, который может дать ей не только наркотики, но и желанную поездку назад. Домой, в Америку. Однако появляются наемники Фиска. Этот мужик, недолго думая, держа под столом двустволку, стреляет в них. «Надеюсь, ты стоишь этого». Фоном показывают отношения Фоги и Глори, которые достигают апогея. Колье, удивленный тон и нежнейший поцелуй. Мэтт тем временем все еще бредет. Он наконец-то вернулся в адскую кухню, худший район Манхэттена и лучший район, чтобы умереть, как говорит он сам. Он вернулся в дом своего отца, но вместо него он находит пустырь. Теперь же его целью является тренажерный зал Фогвелла. По крайней мере, Мэтт думает, что он еще на своем законном месте. Урих и Манолис вышли на парковку, чтобы поговорить. Николас подмечает, что да, я виноват, продался, но и сына я не спас. Внимание Бена отвлекает некая медсестра, которая запретила курить ему в здании ранее. Она подходит и просто без разговоров бьет с левой в лицо Манолиса и заламывает Уриха. «Мистер Урих, вы доставляете слишком много неприятностей моему нанимателю. Просили передать вам послание. Итак, послание. Будь вы издателем, мой наниматель уничтожил бы ваши типографские станки, но вы жалкая машинистка. Машинку уничтожить мало. За каждое упоминание Мэтта Мёрдока вы заплатите сломанными пальцами». И пусть комикс звук не передает, но пальцы Уриха сломаны. Мэтт же оказывается в зале. Она еще здесь. Пахнет так же, как и все эти годы. Пот. Мой и твой отец. Ты тренировался здесь. Тренировался и заставил меня поклясться, что я не буду таким, как ты. Я солгал. Я пообещал, и я вернулся. Как и ты, я стал бойцом, часами был здесь, у груши, у снаряда. Ты заставил меня поклясться на могиле матери. У меня была лишь одна радость в жизни, и я ни с кем не мог ее разделить. Но теперь все кончено. Выжил только воин. Карен оказывается в ловушке. Вероятно, она получила заветную дозу. Мэтт же потерял сознание. К нему приходит та самая женщина, чей голос дал ему надежду. Она держит крест, зовет Мэтта,
И далее величественный кадр. Комиксная иконография получается. Эта страница полностью копирует Пьету или же Пиету, наименование темы оплакивания Иисуса Христа. Иисус Христос находится на коленях у Богоматери, Пресвятой Девы Марии. Как ярчайший пример, это работа Микеланджело Буонаротти «Ватиканская Пьета». Можете поискать. Есть, конечно, и более ранние проявления, но мы тут разбираем все-таки комикс. Тем временем Кингпин все еще не может отпустить мысль, что тело не нашли. Это съедает его изнутри. Он продумывает каждый шаг, каждую деталь, а Мёрдок, вероятно, все еще жив. Все эти 6 часов, как он вертит эту мысль в голове, Уилсон пытается найти границы своей невероятной силы, но не может. Все не так просто. Мёрдок не так прост. И никогда не был. А я показал ему, что человек без надежды, человек без страха. Рожденный заново. Пульса нет. Он умер. Нет, он не может умереть. Меня все ненавидели. Они забрали у меня все. Нет, Кингпин. Только он. Глава преступного мира. Он узнал тайну моей личности, и это не сон. Потом Санта-Клаус пырнул меня ножом и... Нет, это был Тёрк Барретт. Работает на Кингпина. Кингпина. Это не сон. Он жив. Спасибо, Господи. Он жив. Карен Пейдж. Она наконец-то добралась до Америки. И она слишком часто шепчет имя своего будущего спасителя. Мэтт. Убийцы нагрянут в Нью-Йорке. Она верит, что он справится. Он должен. Кингпин также не отстает. Это имя. Мёрдок. Он слишком часто его вспоминает. Он Кингпин, глава преступного мира. Он уничтожил Мэтта, лишил его карьеры и дома, всю жизнь сломал, но Мёрдок все еще жив. Естественно, он будет это имя вспоминать. Тем временем Франклин Нельсон подписывает договор. Теперь у него новая высокооплачиваемая работа. Ему платят, со слов Фоги, в 2 раза больше, чем он с Мэттом получал на двоих. Со своим другом он не виделся уже 11 дней и 6 часов. Отмечу, что Глори конкретно знает о том, сколько времени прошло вплоть до часа, и это не случайно. Урих тем временем под надзором врачей. Я не вспоминаю его имя. Он не существует. Меня убедили. Я нашел его. Поговорил с полицейским, который подставил его. Они натравили на нас медсестру размером с огромный шкаф. Она сломала кости Манолису, а мне пальцы. Меня зовут Бен Урих, я журналист, и я не вспоминаю его имя. Мэтт просыпается, и первое, что проносится в его голове, это мысль, что в его жизни больше ничего нет, кроме урока от отца, что он усвоил. Никогда не сдавайся, никогда. Пауло, так зовут этого мужчину, что сопровождал Карен, высадил ее на вокзале Пенсильвания. Она оплатила дорогу так, как он хотел. Ничего не должна. Да, у Пауло есть то, что ей нужно, наркотики, но желание оказаться рядом с Мэттом оказалось превыше. Тавтология, не суть. Она готова все бросить и начать сначала. Клянется, что справится. Целует Пауло на прощание. И последний платеж за весь путь, что они проделали вместе, окончательно свершен. Фиск тем временем продолжает искать грани своей силы, бесконечно тренируется, готовится, однако он просит призвать Нюка. Уэсли удивляется, мол, серьезно? Мы еще никогда не использовали его здесь, на родине, в Америке. Он же... И Фиск срывается. «Мне не нужно твое одобрение!» Урих тем временем крайне подавлен, сильно напуган, но он исполняет приказ. Страница 7. Мёрдок постепенно приходит в себя.
Надо мной основательно потрудились. Зафиксировали сломанное ребро, остановили кровотечение и один сплошной синяк. Стараюсь не думать так, как себя чувствую. Чувства Мэтта крайне обострены, он чует вонь, слышит визги, крики чаек, бушующий город, звон колоколов. И он понимает, что этот звон церковный. Он в подвале какой-то церкви. Мэтт пытается встать, но не может, нет сил. Мышцы отказывают ему в его просьбе, и к нему сразу же подбегает та самая женщина. «Идиот. Меня зовут Мэгги, а ты остаешься здесь». Она поднимает его и помогает ему лечь обратно. Карен, никогда такого не было, и вот опять оказывается в каком-то притоне. Она вызванивает Фоги в надежде найти Мэтта, но трубку поднимает Дебби Харрис, его бывшая жена. Почти. Они на пути развода на данном этапе, но Карен получает по итогу свое, и уже, звоня по другому номеру, отвечает сам Нельсон. Она не объясняет, в какой ситуации находится или находилась, и да, Мэтта найти не удалось, но зато она договорилась о встрече со своим старым другом Фогги. Как говорится, как в старые добрые времена. Daily Bugle. Джей Джона Джеймсон гневается, мол, бесит, что журналист берется за статью, делает расследование, а потом теряет интерес. Урих, есть принципы. Нельзя ими пренебрегать. Не позволяй никому себя напугать, особенно когда на твоей стороне самое сильное оружие в мире. Сила 5 миллионов читателей. Она может отправить в отставку мэра или даже уничтожить президента. Курок на Кингпина взведен. Момент выстрела был в режиме ожидания и ждал тебя. Радуйся, что я тебя не уволил, зараза. Свалил нахрен из моего офиса. И на выходе Бена встречает пешка Кингпина, которая ехидно улыбается и злорадствует. Напоминаю, что у Уриха есть еще 5 целых пальцев. У Мэтта начинается лихорадка, но его спасает прохладная мягкая ткань в руках Мэгги, на шее которой золотой крест. Карен подвергается побоям за попытку сбежать. Да, этот мужлан ее отпускает, конечно, но лишний раз напоминает, что теперь она принадлежит ему. Но главное сейчас разворачивается с Беном Урихом. Он сидит на своем рабочем месте, вокруг суета, сдача утреннего номера. Раздается звонок. Это лейтенант Манолис. Он наконец-таки пришел в себя и уже может говорить. Он готов все рассказать как есть, но Бен готов сдаться. Николас парирует. «Нет, вы не поняли. Я хочу рассказать, как я помог Кингпину подставить Мёрдока». Бен непреклонен. Я никого с таким именем не знаю. На фоне Робби Робертсон и Лихтенштейн пытаются убедить Уриха все-таки поработать, потому что до печати 3 минуты, а 5-я колонка пуста. И в этот момент в палату к Николасу заходит та самая медсестра. «Мой наниматель хочет, чтобы вы послушали, мистер Урих». И она начинает душить лейтенанта Манолиса. Урих все это слушает в абсолютном шоке. Страх поглотил его. Лихтенштейн на фоне визжит про 2 минуты до сдачи материала. Страх жрет Бена изнутри, он поглощает его. Все вокруг меркнет. Медсестра по окончанию своих дел добавляет: «Спасибо, что послушали, мистер Урих». Николас Манолис мертв. Возвращаемся к Мэтью. Он голосом за кадром рассказывает нам, что, кажется, он вспомнил ее, Мэгги. Она была там в палате вместе с ним, с Мэтью. После аварии он узнал ее золотой крест. Он прикоснулся к нему. Пальцы не забыли это ощущение, это тот самый крест. Мёрдок озадачен. Кто ты, Мэгги? Фоги с Карен тем временем наконец-то пересекаются, и Фоги, конечно же, выдает абсолютно глупую фразу, пусть и весьма по-джентльменски. «Карен, хорошо выглядишь». Конечно, во взгляде заметно, что он все понимает. Фиск же озабочен вопросом наемника Нюка, человека, чье извращенное чувство патриотизма сыграет ему на руку обязательно, но нужно еще несколько дней, чтобы все свершилось.
Мысли о том, что Мёрдок должен умереть, его не покидают. Он вызывает специалиста по психопатам, у которого всегда найдется что-то для любой ситуации. Урих тем временем переживает шок. Он прокручивает в голове мысли о Николасе. Он представляет, как эта женщина убивала его. Представляет, как Манолис мучается в своей постели, умирает за то, что хотел рассказать правду. Чувство вины жрет Бена изнутри наравне со страхом. Это бесконечный ад. Ник булькал, как забитый слив. В какой-то момент он сделал короткий вдох, один отчаянный вздох. И в конце хруст. Тоже бесконечный. Тем временем нам показывают, что пневмония у Мэтта прогрессирует. Мэгги старается изо всех сил помочь ему ослабить симптомы. Карен и Фоги продолжают беседу, и Фоги понимает, что что-то не так, и напрямую задает вопрос. «Карен, что произошло?» И она рассказывает все так, как есть. «Я испортила свою жизнь как могла. Я наркоманка. Если я не найду Мэтта, меня убьют». Фоги в шоке. Он отмечает побои и уже собирается ринуться в бой. Это ж Фоги. Чтобы как следует проучить того, кто это сделал, но Карен его останавливает. «Не надо. Скажи, где Мэтт, он единственный, кто сможет меня спасти». Фоги в ответ вываливает свою правду. «Слушай, Мэтт исчез. Адвокатская контора разорилась, Мёрдок свихнулся, потом его обвинили в разного рода преступлениях». Карен не хочет верить, но Фоги успевает поправить самого себя. Но его подставили. Мы пытались бороться, но проиграли, он лишился всего. Карен обуяло чувство вины. Она говорит Фоги, что виновата во всем именно она, но не раскрывает момента, где она продала личность сорвиголовы. Пейдж пытается уйти, но Нельсон ее останавливает. «Слушай, Карен, ты не вернешься туда. Ты мне как семья. Мы семья Мэтта». Лихорадка усиливается. Ее ничто не остановит. Он потерял много крови. Его тело устало бороться, он умрет. Но ему еще столько надо сделать. Господь, его душа мечется, но он хороший человек. Его надо лишь направить. И тогда он пойдет твоим путем. Он принесет свет в этот оскверненный город. Он станет твоим величием, фактом твоего присутствия, орудием в твоих руках. Не наказывай его за мои грехи. Прошу тебя. Люди нуждаются в нем. Господь, услышь меня. Метание внутри Уриха, всепожирающий страх и вина могли бы съесть Бена заживо, но разве это может его окончательно сломать? Могут ли сломанные пальцы сдержать клетку, где правда мечется из стороны в сторону? Вот и мне кажется, что нет. Бен снимает гипс и произносит имя. Мэтт Мёрдок. Тут же мы вернулись к Мелвину. В последний раз мы видели его в 226-м выпуске. Феликс Мэннинг, один из подручных Фиска, сейчас собирается сделать заказ на костюм. Мелвин знает, кто они, понимает всю ответственность и опасается, что эта работа до хорошего не доведет. Кстати, можем заметить в мастерской костюм Кэпа. Мэннинг угрожает Поттеру: либо сделай костюм, либо мы удалим твои драгоценные части тела. А события тем временем переносятся в церковь. Мэтт пришел в себя, жар спал. Стук сердца многое может сказать. Мое замедлилось за последние пару часов. Мне нравится просто сидеть и слушать его. Сердце Мэгги справа от меня. Оно в отличной форме. Ей предстоит долгая жизнь. Ее пот больше не выдает напряжения. От нее пахнет так же, как тогда в моей палате. Приятный запах. Как мой. Мэтт спрашивает ее: «Мэгги, ты моя мать?» Она отвечает: «Нет, дитя мое, конечно нет». Стук сердца многое может сказать. Ее сердце сжалось. Она лжет. Спасенный. Зал Фогвелла. Мэтт постепенно возвращается в форму. Тем временем круглый стол подчиненных Фиска с ним же во главе.
Он отмечает, что раз преступность растет, значит и доходы на подъеме. Это хорошо. Но у присутствующих очень много вопросов насчет распределения этих самых доходов. А в частности, их волнует вопрос, почему так много денег и персонала крутится вокруг фигуры Мэтта Мёрдока. Фиск почти не реагирует, выдавая некую спокойную позицию. Один из участников продолжает давить. Безусловно, месть добавляет делу колорит, энтузиазм, но все это спорно. Уилсону нечего ответить, кроме как Мистер Свитцер, вот ваш чек на рыночную стоимость вашей доли в конгломерате. Берите ее, или же ваша семья погибнет. Все свободны. Уэсли подмечает, что у Свитцера скоро отпуск в Колорадо. Горные лыжи. Горные лыжи? Открытый перелом обеих ног. Мэтт тем временем вкладывает так много усилий, что старый крепеж боксерского снаряда постепенно дает сбой. И да, естественно, он падает. Арт превосходный, Дэвид Мазучелли просто наичудеснейший художник, если вы еще не поняли. Еще в комиксе «Год первый» он очень сильно запомнился. Бен Урих, как мы помним, взял себя в руки, решил, что бороться стоит и есть за что. Извечный страх ни к чему хорошему не приводит, и это развратит зло, позволит ему распространяться и дальше. Он в отделении полиции, окруженный сотрудниками правопорядка, дает показания в деле об убийстве лейтенанта Ника Манолиса. Безусловно, Урих не выдает всю информацию о Мэтте и просто поясняет им, что не знает, почему Кингпин взъелся на Мёрдока. Мы видим, как некто достает из мусорного бака газету Daily Bugle и читает статью об убийстве копа. Это статья Бена Уриха, что, на мой взгляд, сразу понятно. Тем временем сам Бен выходит из полицейского участка с сопровождающим. Потому что данные показания и факт их наличия уже подписывают Уриху смертный приговор, поэтому такой ценный свидетель должен быть в безопасности. За ними же, как можно заметить, наблюдает Мэтт. Урих за кадром говорит: «Знать бы, что ты жив, уже было бы лучше. Кингпин забрал у тебя работу, дом, все, выдавил из тебя рассудок. Тебя никто не видел несколько недель». Лоис, оказывается, так зовут эту медсестру, что сломала пальцы Уриху и убила Манолиса, гневается на одного из приспешников Фиска, мол, я убила копа, я отработала все на отлично. Оказывается, что за вот эту оплошность ее просто отправляют на какое-то время в Аризону. Естественно, это связано с тем, что появилось излишнее внимание и лишний триггер для того же Уриха, который по итогу уже нацелил полицию на Уилсона и его организацию. Урих и офицер Хегерфорс, именно так зовут сопровождающего, обедают в местной забегаловке, а Лоис, которая в гневе сбежала от помощника Фиска, решила устроить свою личную вендетту против Бена. Мэтт терпеливо наблюдает за журналистом и его новым другом, скажем так. Первое, что безумная медсестра предпринимает, наведывается домой к Уриху. Спустя 40 минут Бен наконец-то добрался до дома. Стучит, никто не открывает. Решает открыть сам, и как только он делает шаг за порог, Лоис наносит сокрушительный удар. Хегерфорс в шоке, успевает достать револьвер, но не успевает им воспользоваться. Физическая сила Лоис весьма высока. Раз уж она двухметрового мужика может вырубить, это, конечно, действительно поражает. Урих слышит из соседней комнаты всхрипы, понимает, что это его жена Дорис. Зайдя туда, он видит, как Лоис подвесила ее на галстуке в душе. Бен скорее пытается развязать узел, но у него ничего не получается, слишком туго. Лоис же тем временем вырубает напрочь Хегерфорса, но, заметив движение краем глаза, она поворачивается, чтобы посмотреть, что это, и по итогу ловит смачнейший удар правой. Урих тем временем пытается как можно быстрее придумать, как спасти жену. Он находит лезвие и перерезает галстук. Дорис спасена.
Мэтт же сначала выбивает оружие Хегерфорса из рук Лоис, а потом и ее саму, и сразу же уходит. Урих в шоке, в его доме. Они были прямо здесь. Бен не знает, что делать дальше. Лоис в наручниках со сломанной челюстью. Хегерфорса вырубили. Все эти мысли прерывает звонок. Алло, это мистер Урих? Вы, наверное, меня не помните, я Мелвин Поттер. Я прочел вашу статью о Кингпине. Надо поговорить. Как можно скорее. Речь о сорвиголове — это важно. Но шок Уриха не дает ему сосредоточиться. Его все-таки можно понять. Жену чуть не убили прямо в его доме. Кто угодно достать Уриха по указке Фиска теперь может. Бен кладет трубку. Фиска тем временем консультирует. Он пришел забрать свой заказ. Скажем так, некий психопат, который специализируется на семьях. Точное число его жертв неизвестно. Предпочитает ножи, но согласен и на дубинку. Вам подойдет. Организуйте освобождение. Мэтт тем временем находится на крыше мастерской Мелвина. Подслушивает его разговор с Бетси, из которого мы узнаем, что люди Кингпина попросили его сшить костюм сорвиголовы. И если он откажется, они взорвут все. Мелвин, безусловно, не хотел бы этого ввиду того, сколько сорвиголова сделал для него, ведь если бы не дьявол адской кухни, то он сидел бы в тюрьме. Поттер просит помощи у Бетси, хочет найти решение, но вместо ответа от своей возлюбленной он получает ответ от Мэтта. «Мелвин, делай костюм, никто не пострадает». «Рад слышать тебя, сорвиголова». Карен вместе с Фоги находится в квартире последнего. Он очень обеспокоен ее состоянием, потому что ее постоянно рвет. На вопросы, все ли в порядке, что очевидно нет, она отвечает: «Да, все в норме». Ей нужна доза, но и одновременно с этой мыслью она чувствует невероятно огромную вину за то, что по ее вине умер единственный человек, что мог ей помочь. То есть, в принципе, у Карен ничего не изменилось. Я хочу дозу, я хочу к Мэтту. Она выглядывает в окно и думает о том, что Фоги не сможет ее остановить, если она задумает что-то плохое, скажем так. И из окна она замечает Паоло, о чем незамедлительно говорит Нельсону. Фоги не выдерживает и собирается позвонить в полицию. Тем временем безумец, который собирается надеть костюм сорвиголовы, проходит небольшой инструктаж. Мэтт сидит на крыше и подслушивает их разговор. «Мы высадим тебя в переулке за домом, проберешься в здание, через запасной выход, он открыт. Спустись в квартиру 5Б. Там используешь дубинку, чтобы нанести травмы Франклину Нельсону и любому другому жильцу хаты. Запомни, травмы несовместимы с жизнью». Мэтт спрыгивает, вероятно, чтобы найти более короткий путь. У дома Фоги появляется полиция, которая встречает Паоло. На просьбу поднять руки он выхватывает двустволку и начинает стрелять. Затем выхватывает револьвер и убивает полицейских. После стреляет по окнам, где он видел Карен. Подъехавшая группа подхвата, скажем так, эти ребята должны подстраховать на случай, если же псих будет делать все не так, как задумано, сразу же оповещает его, мол, «Слушайте, тут какой-то мужик с двустволкой подстрелил копов. Пейдж на месте. Нам продолжать?» На что Фиск отдает четкий приказ быть там. Пейдж или Нельсон выйдут убить на месте. Скоро прибудет подкрепление полиции. Безусловно, для Фиска это обстоятельство на руку, потому что не придется привлекать прессу, чтобы очернить сорвиголову. Да и Мёрдок со своей репутацией куда сильнее будет запятнан в дальнейшем. В подворотне психу, который уже облачился в костюм сорвиголовы, пытаются объяснить, что надо действовать быстро, и еще раз повторяют: «Помни о путях отхода, иначе тебя поймают и план будет нарушен. Квартира 5Б, понимаешь?» В ответ он медитативно повторяет: «5Б, 5Б, 5Б» и забивает дубинкой помощника Кингпина. После прыгает на пожарную лестницу. Фоги же в этот момент дозвонился до полиции. Он успел расписать события, но Карен разбивает о его голову цветочный горшок. Зачем? Все просто. По ее мнению, она сдастся Паоло и сможет сохранить своему другу жизнь. Она в метаниях и не знает, как поступить.
То ли ей нужна еще одна доза, то ли она может убедить Паула, и все обойдется пощечинами. Карен в замешательстве, но главное, что она хочет спасти всех. Оградить. Псих в костюме оказывается на крыше. Он дергает ручку двери, что ведет к квартирам, но та не поддается, и в этот момент с другой стороны, проламывая эту самую дверь, вылетает левый коронный и правый ножка изящный похоронный. Карен вышла из дома. Группа подхвата сразу оповещает Фиска, что заметили ее и направляются за ней. Паула успевает выдернуть Карен и впечатывает ее в кирпичную стену. Но его это не спасает. Помните, что там Уилсон просил сделать? Верно, убить всех. Поэтому один из подручных спрашивает: обоих? На что получают простое: конечно. И они стреляют в Карен и Паула. Мэтт и психопат в маске сорвиголовы выбивают друг из друга дурь. Последний постоянно приговаривает: 5Б, 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 5Б. Но Мэтт наносит ему удар пальцами по гортани, чем заставляет соперника упасть и замешкаться. Это позволяет перехватить инициативу и добить психопата. Закончив здесь, Мэтт сразу же направляется спасать Карен. Пауло отстреливается от бандитов, но его смертельно ранят. Он вместе с Карен падает, и она начинает его судорожно обыскивать и находит дозу. То заветное, что ей нужнее всего. Пауло первоначально готов был ей поверить, дать ей револьвер, чтобы она отстреливалась. Знаете, вот как Бонни и Клайд, там все дела. Но осознав, что она искала, решил, что раз он умрет, то он заберет ее с собой. Тем временем Мэтт бежит, насколько это возможно, быстро на помощь. Он специально наступает на край крыши, из-за чего сосульки начинают падать вниз, и в момент, когда курок уже взведен в руку, Паулу прилетает одна из таких сосулек и обезоруживает его. Приспешник Фиска обескуражен, но он ничего не успевает сделать, в его лицо прилетает дубинка. Карен роняет дозу, понимая, что теперь она в безопасности. Теперь все ее проблемы будут решены. Мэтт жив, Мэтт рядом. На случай, если вы ленитесь читать газету, или хуже того, узнаете обо всем по телевизору, то много чего произошло. Полиция обнаружила 5 тел около жилого дома в Уэст-Сайде. На крыше найден обнаженный мужчина без сознания, со множественными переломами. Оказалось, что это некий психопат. Доктор, что выписал его, теперь работает во Флориде. Садовником. 2 трупов. Преступники, неоднократно судимые, один из них, Феликс Мэннинг, уже имел условный срок. Все это займет адвокатов Кингпина надолго. 2 других, офицеры Спаннер и Тернбулл. У них остались жены, 4 сирот. Эту утрату уже ничто не возместит. Еще 2 поймали при попытке бегства. Майкл Кэмф, трижды судимый. 2 Пауло Скорсезе. Предъявлено обвинение в вооруженном ограблении, наркоторговле и предумышленном убийстве. Ему грозит несколько пожизненных. Что касается Дорис, ее шея все еще болит. Носит шарф, чтобы скрыть последствия тех событий. Она уже говорит, даже смеется, когда замечаю, что ее голос похож на Бренду Вакаро. А я уже много раз говорил вам, что я журналист. Я однозначно узнаю, где сейчас Мэтт Мёрдок и чем он стал. На этом основная часть истории «Сорвиголова, рожденный заново» кончается, и далее мы переходим к так называемому эпилогу, хотя таковым, как по мне, он даже особо-то и не ощущается, он просто, как говорил я ранее, подтягивает хвосты. Наконец-то мы видим Нюка, который упоминался Фиском ранее в 230-м выпуске. И да, это его первое появление в комиксах. Судя по диалогу с пилотом вертолета, то Фрэнк Симпсон, именно так зовут Нюка, страдает от посттравматического синдрома. По крайней мере, мне так кажется. Он пьет таблетку красную, что в дальнейшем поясняется как таблетка, повышающая уровень адреналина, и приговаривает: «Наши парни, наши парни». Заводит свою Бетси, это пистолет-пулемет, и готовится к бою.
Они в Никарагуа. Он в одиночку влетает на базу и начинает отстреливать всех. Каждого, кто попадается в его поле зрения. На Бетси есть даже счетчик убитых. Конечно, максимально безумный образ. Нюк продолжает крошить базу. Счетчик трупов доходит до 32, 45, 88. Наши парни. Приговаривает Нюк как мантру. Фрэнк заканчивает свою работу, пьет белую таблетку, чтобы снизить уровень адреналина, и теперь выдвигается в Америку. Фиск тем временем общается с кем-то по видеосвязи, и ему сообщают, что агент Симпсон уже в пути. Да, как тогда было понятно, так и проговаривается сейчас, что в целом работа Фрэнка здесь — это уничтожить Мэтта Мёрдока, никак иначе. Фиск Мёрдока ненавидит и боится. Тем временем Карен Пейдж борется со своей зависимостью. У нее невыносимая ломка, и Мэтт рядом. Он как громоотвод от более серьезных последствий. Он понимает, что его присутствие жизненно необходимо для нее. Да, Карен рассказала Мэтту обо всем, что с ней происходило, а в частности о том, что именно она виновна во всем произошедшем. Он знает, и он ответил: «Ничего, я ничего не потерял». Он засмеялся на все это и поцеловал ее, обнял. Он знает, что нужно говорить, знает, как ее успокоить, знает, как сделать ее состояние легче. Да, у него есть к ней чувства, и они сильнее, чем можно себе представить. Центральный парк, если я верно понимаю. Урих и сопровождающий его офицер Хеггерфорс встречаются с Фогги Нельсоном. Бен продолжает копать под Кингпина и пытается остаться в живых. Главной задачей во всем деле найти Мэтта Мёрдока, и именно поэтому встреча с его другом так необходима, хотя бы чтобы прояснить ряд вопросов. Фогги сразу дает понять, что он будет делиться информацией только в том случае, если это поможет Мэтту, но Бену так или иначе он доверяет, потому что Мэтт за него ручался. Фогги также рассказывает про телефонный звонок после взрыва дома, и в этот момент он мешкается со своим дипломатом, и все бумаги, что там лежат, вываливаются на землю. Бен помогает собрать все, но подмечает некоторые фотографии. «Откуда у вас это?» Глориана Убрин, она девушка Мэтта? Он мне никогда не рассказывал о ней, хотя... Вы с ней скоро увидитесь?» Да, ну, в смысле, вечером. Попросите ее позвонить мне, пожалуйста. Глория, оказывается, фотограф. Закадровый голос поясняет, что она не хочет модных показов в своей галерее, не хочет дешевой славы. Нет, ей нужны события в кадре, ей нужно запечатлеть нечто особенное. Нюк тем временем находится в самолете на пути в Нью-Йорк. Он пьет синюю таблетку, чтобы расслабиться. Очень интересная деталь о Фрэнке. Пиво, что он заказал у стюардессы, отсутствовало, так как его больше не выпускают, и ему принесли то, что было, на что Фрэнк взъелся, и единственное, что его интересовало, где варят этот сорт. Получив ответ, что Милуоки, в Америке, он успокоился, патриот до мозга костей даже в вопросе пшеничного смузи. События с Фиском принимают все более тяжелый оборот. Лоис, медсестра, что пыталась убить жену Бена Уриха, была поймана, и она напрочь выдала все, что знала. Прокурор и Урих работают сообща, так что она даже согласилась дать интервью Бену, чтобы рассказать больше подробностей. Фиск, конечно, держит самообладание и манипуляциями просит, чтобы его люди дежурили в тот вечер, а в частности офицер Куган. В ином случае подноготная его собеседника, комиссара полиции, судя по всему, будет доступна широкой общественности, а там дичайший компромат. Все в стиле Фиска. Фогги тем временем общается с Глори по телефону, и он думал, что они встретятся, а оказывается, что у нее есть дела, новая работа. Daily Bugle. Да, Бен Урих, глядя на фотографии, предложил ей место фотографа. Если у него такие возможности, спорно, но, вероятно, замолвил словечко у Джей Джоны. Фогги же упоминает, что в его работе есть какой-то нюанс. Зарплата вроде хорошая, все супер, но некоторые операции, на его взгляд, не кажутся столь законными.
Мэджи приводит себя в порядок. Закадровый голос поясняет. Она просыпается в одиночестве, но все в порядке. Худшее позади. Мэтт, что творится у него в голове? Чего он ждет? Каждую ночь он берет в руки костюм, ходит по комнате и хмурится, как ребенок, которого оставили после уроков. Почему он не наденет его? Не выскочит на городские крыши туда, где он чувствует себя лучше? Он хочет, я вижу. Мы оба изменились. Мэтт, раньше я беспокоилась, когда ты надевал этот костюм, но сейчас ты нежный, теплый, сильный. Но есть что-то еще. Что-то хладное и непробиваемое. Оно ждет. Оно пугает меня. Городская тюрьма. Бен Урих и Хегерфорс направляются на интервью с Лоис. И да, тут подтверждается, что Глория представлена по указке Джеймсона. Также у камеры дежурит офицер Куган. Они заходят внутрь, и дверь защелкивается. Куган достает револьвер, как и один из сопровождавших их людей. И он стреляет в Лоис и мгновенно ее убивает. Офицер Куган ранит Хегерфорса, который из последних сил стреляет в продажного кома. Урих же пытается спасти Глори от этой жестокой участи, а она все продолжает фотографировать. По итогу Бен обезоруживает мужчину и револьвером Кугана несколько раз со всей силы бьет его прикладом по голове. Камера полна трупов. Глория, естественно, в шоке, как и сам Бен. Есть в его взгляде что-то такое, что ужасает и его самого. Фиск тем временем наконец-то встречается с Нюком. Он рассказывает ему про Стива Роджерса, суперсолдата, который пусть и жил в другие времена, но делал все ради своей страны. Сейчас же другие обстоятельства, другая война. Страна окружена вредителями, убийцами, наивными дурачками, которые смеются над такими патриотами, как вы. Уилсон, к слову, как акт манипуляции, проводит параллели между Фрэнком и своим сыном Ричардом. Также он добавляет: «Да, с точки зрения закона я преступник. Тебя это настораживает, понимаю. Но многое поменялось, как я уже сказал. Враги нашей страны стали сильнее. Наши парни умирают в джунглях Азии, а мы не воздаем им честь». Конечно, Фиск разыгрывает дешевую драму, и это оказывает должный эффект. Мне доставляет боль одна мысль, что принципы свободы, предпринимательства, за которые отцы-основатели сражались, были погребены под бесконечными законами и ограничениями. Да, ради того, что осталось от их наследия, я должен нарушать закон. Прости, я... чуть ли не плачет, конечно, ага. Далее Уилсон говорит: «Мы не одни, Нюк. У нас есть единомышленники. Достаточно, чтобы надежда жила. Мы гордая троица: государство, армия и бизнес. Мы должны противостоять безумию, что как инфекция поразила нашу страну. Сейчас есть один человек, который может все это уничтожить. Он называет меня злодеем, но я не злодей, сынок. Я корпорация в конгломерате. У него есть друзья в прессе». Нервы Нюка натянуты предельно. «Пресса? Где он?» «Адская кухня». Адская кухня. Ноющие мышцы и урчащие животы. Детские ступни на битом стекле. Эхо безнадежного смеха на пустырях. Тут я родился и родился заново. И мы видим, как Мэтт работает на кухне в местной забегаловке. Он слышит кашель и понимает, что пришел Бен Урих. Он слышит кашель и понимает, что в заведение пришел Бен Урих. И Бен напуган. Тем временем в диалоге с Глори Урих все еще рефлексирует на тему того, что он, возможно, убил человека. Но О'Брин его успокаивает. «Ты нас спас, Бен». Мэджи уходит прочь, не желая беседовать. Впрочем, и Урих его не заметил. Выйдя на улицу, Мёрдок слышит какой-то странный звук, похожий на полицейский вертолет. Оказывается, что Фиск неспроста нацелился на адскую кухню.
Терк Барретт слил инфу, что пырнул Мёрдока ножом пару дней назад, и для Уилсона все стало очевидным. Вертолет с Нюком же снижается аккурат посреди улицы, и опять эта мантра «Наши парни». И он начинает вовсю палить из своей Бетси по прохожим. Мэтт в ужасе, он слышит, как пули разрывают плоть и кровь, и бежит как можно скорее на место событий. 3 квартала. С каждым шагом он слышит, как умирает один невинный человек. Бен просит Глори хватать фотоаппарат и снимать как можно больше. Нюк же стреляет из базуки, я надеюсь, что я верно определил. И его целью был дом Мэтта. После этого Нюк спешно удаляется, но напоследок еще пару раз стреляет по прохожим. Мёрдок добегает до дома и видит, что Карен, которая была внутри, все-таки жива. Ушибы есть, да, но она жива. Она сохранила его костюм. Мэтт целует ее, забирает свое обмундирование, и голос за кадром рассказывает. «Я думал, что мне придется набраться терпения, Кингпин. Я думал, что придется ждать долгие месяцы, чтобы ты ошибся, как уже было с моим домом ранее». И Нюк же не успевает улететь. Его задержала жажда крови, и в их вертолет стреляет прибывшая вертушка полиции. Фрэнк отстреливается, сбивает новоприбывших гостей, убивает стрелка, и тут же ему в голову прилетает дубинка сорвиголовы. Она отскакивает от стены и возвращается назад в руку. Эффектно, конечно. Нюк просит красную таблетку. Безупречный кадр, комментарии здесь излишни. Нюк стреляет в позицию Мэтта, и все вокруг взрывается. Успев сгруппироваться, Мёрдок продолжает свой акробатический финт и уворачивается от стрельбы. Адская кухня вопит. Фасады зданий превращаются в лавины, что крошит кости. На улице стекает напалм. Осколки стекла режут плоть, как бритвы, сирены воют, как избалованные дети. Дети. Не думай о детях, не слушай их. Пушка. У него пушка, слушай его, как летят пули, слушай его. Нюк же в этот момент слетает с катушек. «Я не подведу вас, полковник! Я найду его! Не подведу! Наши парни!» Мэтт также подмечает, что Нюк будто на наркотиках, так как его сердцебиение крайне быстрое. Фиск стоит на балкончике, как в театре, и наблюдает через бинокль за тем, что происходит в 20 кварталах. Мэтт же понимает, что Нюк — это необычный противник, слишком быстрый. С каждым выстрелом умирают люди. Он слышит, как в доме через дорогу старушка падает на бок с раной, что никогда не затянется. Ситуацию ухудшает то, что этого безумца с воздуха прикрывает вертолет. Поэтому лучшим решением будет держаться к этому психу ближе. Нервные узлы не реагируют. Боли не чувствуют. Удары по глазам бесполезны. Нюк — ходячая машина для убийств. Обычные удары можно сломать пальцы. Уэсли же тем временем крайне переживает, что ситуация, в которую их затянул Уилсон, это просто массовая резня, бойня, за которой однозначно будут последствия, но Фиск не преклонен, он ослеплен своей местью. Это война. Я всего лишь перенес ее из джунглей Южной Америки в адскую кухню. Уэсли продолжает паниковать, но Фиск успокаивает его. Слушай, ты забываешь, что Нюк — агент правительства. Думаешь, армия будет рада рассказать всем, что одолжила суперсолдата боссу преступного мира Нью-Йорка? Наша законная избранная власть защитит нас. Мэджи с помощью своих обостренных чувств пытается найти слабое место у этого монстра и со словами «Хватит умничать, хватит!» С двух ног толкает Фрэнка на линии электропередач. Бен и Глори наблюдают за происходящим. И Нюк падает аккурат рядом с ними. Вокруг очень много раненых, испуганных до смерти людей. В момент, когда Фрэнк приземляется, он стреляет из своей пушки, но Мэтт успевает уклониться. Главное не назвать его Мэттом. Воздадим ему должное, он в костюме, он сорвиголова. Человек без страха, говорит Бен.
Мэтт прыгает следом за Нюком и с двух ног приземляется на Фрэнка, нанося сильнейший удар. Бен подмечает, что машина сейчас взорвется, так как задет бензобак. Мёрдок успевает отпрыгнуть, попутно захватив Бетси, и после взрыва из огня, как ни в чем не бывало, выходит Нюк, приговаривая «Наши парни». Мэтт, недолго думая, ломает приклад пушки о лицо этого монстра. Пилот вертолета, что был на подхвате, пытается помочь Фрэнку, но Мэтт остатком от Бетси обеспечивает жесткую посадку. И внезапно в этой бойне появляются Мстители. Капитан Америка берет на руки Глори. Тор устраивает дождь, чтобы потушить горящий дотла район. Все замолкают, кроме Мэтта. Он вопрошает у Нюка только один вопрос. «Это же Кингпин тебя отправил». На что Фрэнк лишь молит, прося белую таблетку. Железный человек вмешивается. «Сорви голова. Мы им займемся по указу властей. Отойди. У тебя 5 секунд». И Мэтт слышит тихий гул. Репульсоры начали свой прогрев. Осознав, что может произойти, Мёрдок отступает. Нюк, глядя на Кэпа, молит. «Дайте мне белую». Тем временем Фиск и его соратники по синдикату, конгломерату отчитывают его, мол, ты серьезно, ты нанес непоправимый урон наркоторговле. Фиск опять хранит свое самообладание, не срывается. Да, есть такое. Но по сравнению с недвижкой это пустяки. Но продолжайте, мистер Глейзер. Тот, естественно, в какой-то момент перегибает палку в своих обвинениях, но поздно осознает ошибку. Фиск ломает ему шею. Действие, что ясно дает понять остальным. Если Уилсон начал что-то делать, то это необходимо, даже если это нанесет непоправимый урон отрасли. Мэтт собирается навестить Карен, но на входе его опережает Фоги, который, к слову, так и не заметил своего друга. Он пришел к Глори. Она очень сильно ранена, просит Нельсона отнести пленку в Daily Bugle, так как там очень важные кадры. Мэтт находит Карен, целует ее, но внезапно его что-то отвлекает, и он со словами «Карен, прости, у меня проблемы, надо идти», убегает со всех ног, сбивая Фоги в ответ. Классная, конечно, параллель. Мэтт же за кадром поясняет. Проблемы. Если это и правда он... Да, только он так дышит. В переулке за домом нет. Тут лишь запах, он движется. Пульс ровный, еле заметно. Он пробежал тут, да. Громоздкий, но быстрый. Быстрее меня. Он понял. Черт. Мэтт спешит к пожарной лестнице и забирается на крышу. И там оказывается Капитан Америка. «Сорви голова, я пришел с миром». И между ними завязывается диалог, который ясно дает понять, что Мэтт ему не рад. Впрочем, как и другим Мстителям. Стив спрашивает, а кто это был вчера? На что Мёрдок отвечает. Что ты не спросил, а? У своих начальников. После Стив ему говорит. Слушай, они мне не начальники, но сказали, что он террорист. У него в коже прочный пластик, скелеты, мышцы, искусственные наполовину, на тебя-то что? На что Кэп отвечает Мэтту следующее. У него флаг на лице. И далее, мне кажется, лучший ответ Мэтта Мёрдока. Я не заметил. И он уходит. Статья Бена тем временем вышла в свет. Фоги успел передать пленку, так что и фото с места событий во всей красе есть. Урих же подмечает, да, прямых обвинений нет, но все поймут. Фиск же говорит с генералом на тему этой же статьи и просит все подправить. Тот, в свою очередь, убеждает Уилсона, что меры уже приняты, но в комнату врывается Стив. «Это кто такой?» Но генерал начинает лить в уши бабушкин персиковый чай, мол, ну это чепуха, твоего доступа недостаточно, давай потише, так бывает. Я был бы рад рассказать, и вы бы убедились, что это сущий пустяк, капитан. Наше министерство вам благодарно, жмем все вам руку, вот неоплатный долг, так сказать, за верность там, самоотверженность, но Кэп, естественно, не верит. Я верен не вам, а мечте. Мэтт и Карен со сломанной ногой
навещают заведение, где Мёрдок ранее работал. Берта и Отто, владельцы ресторанчика, жалуются ему, что вот они не молоды, а когда дело касается адвокатов и судов, все еще тяжелее. Правда, никому не нужна. Это наводит Мэтта на какие-то мысли, но объяснить простым языком он не может, по крайней мере на данный момент. События переносятся к Стиву, который пытается докопаться до правды. Капрал спрашивает: «На первый этаж?» «Нет, не на первый. Подвал номер 6. Хранилище. Но у вас нет доступа?» «Да, нет доступа». И Кэп дает такого смачного леща, не удивлюсь, если это и есть его базовый пропуск куда угодно. На верхних же этажах этого же здания Нюк в наручниках все еще сходит с ума. Он просит красную таблетку, но ему дают синюю. Для чила, для расслабона, я напоминаю. Его собираются перебросить в другое место, где он и его навыки все еще могут пригодиться, говоря, что враги там, в другой стране. Но Фрэнк не преклонен. Нет, враги здесь, и они окружают нас. Кэп же пытается докопаться до правды, узнать, откуда появился Нюк и почему, и оказывается, что правительство ввело в оборот проект Возрождения или же Оружие 7. Далее я исключительно текстом напомню, что к чему. Например, Капитан Америка был частью Оружия 1, Оружие 4 это был Леший, Оружие 6 Люк Кейдж, Оружие 9 Тифозная Мэри, Оружие 10 или же Оружие X Росомаха. Все они часть программы Оружие Плюс. Да, Кэп узнает всю правду, и Нюк единственный выживший из 20 подопытных. Этажами выше Фрэнк выходит из-под контроля. Его психическое состояние ухудшается. Солдаты пытаются его остановить, но безуспешно. Он делает парочку предупредительных выстрелов, ломает наручники. И говорит присутствующему генералу, что не подведет его. Берет у доктора флакон с красными пилюлями и залпом глотает все. Кэп слышит тревогу и понимает, что все явно вышло из-под контроля. Мэтт в переулке переодевается в свой костюм и поясняет Карен, что это облачение дает ему психологическое преимущество над преступниками, не стесняя движения к тому же. Фиск же получает награду Ассоциации предпринимателей тем временем. Заслужена она явно тяжелейшим трудом. Сломанные руки, компромат, запугивание, убийство – все очень просто. Но во всем этом, во всех аплодисментах, лишь только одно слово дает о себе знать. Лишь одно имя бьет, как молот по затылку – Мёрдок. Фиск пожимает руки всем этим прихлебалам, но его отвлекает Уэсли с новостями о Нюке. Фрэнк же пытается сбежать. Естественно, что свора солдат его никак не сдержит, но зато сможет Кэп. И Стив с невероятным усилием просто выталкивает на всей скорости Симпсона из здания. И они падают вниз. Мэтт же накрыл одно из подпольных предприятий Фиска. Он постепенно, аккуратно хочет уничтожить его империю. Внезапно раздается звонок, где некто сообщает, что Нюк сбежал и направляется в Дейли Бьюгл. Чуть поясню. Нюк увидел в прессе врагов, что хотят раздавить американскую мечту, за которую он так активно борется. Это те люди, по его мнению, что хотят смешать его идеалы, его принципы и свободы с грязью. По крайней мере, этот воспаленный мозг так воспринимает. Люди Фиска тем временем намерены Фрэнка убить. Мэтт слышит, как в 3 кварталах что-то происходит. Он понимает, что это Фрэнк и Стив, и выдвигается к ним. Нюк приходит в себя и говорит Стиву: «Капитан, оставьте меня. Я нас прикрою». «Отставить, сержант, вставайте!» Мэтт почти успевает на место событий, как видят, что выход на крышу уже окружили вертолеты, и это явно не полиция. Стив же несет изможденного Фрэнка туда, не подозревая об опасности. Как только они попадают в зону поражения, звучит приказ: «Так, по моей команде, огонь!» И Мэтт в последнюю секунду успевает оттолкнуть Стива и Фрэнка, однако Нюк ранен. Кто-то отдает еще один приказ: «Попал в него! Прекратить огонь! Начать наземную операцию!» Стив в своей учтивой манере говорит, что при всем уважении, лейтенант, но нет, не позволю.
Мэтт же оттаскивает Фрэнка. Спустившись вниз, он угоняет такси, идет дождь. Этот факт очень мешает Мэтту сосредоточиться и видеть дорогу. Радар бесполезен. Стекло и дождь превращают все в ошметки. Слишком много шума. И Нюк же приходит в себя. Наше задание... Пора домой, сержант. Они обещали никогда такого не... И Нюк застыл. Мэтт решает, что в больницу нельзя, есть все-таки другое место, где он может послужить стране. Тем временем Капитан Америка и некий Капрал движутся к крыше Daily Bugle, где Стив успевает вырубить одного из приспешников Фиска, тем самым предотвратив оперативное вмешательство отряда. Мэтт же доставляет Нюка в Daily Bugle на блюдечке на стол Бена Уриха. Да, кажется, что это конец Фиска. По крайней мере, на данном этапе. Один из убийц на крыше Daily Bugle дал признательные показания. Со всех сторон на Кингпина сыпались обвинения. Абсолютно все пытались выслужить себе смягчение срока в обмен на признательные показания. Общественные организации, парламентские комитеты — все. Уилсон не в состоянии убить всех. Теперь же Фиск в глазах общественности злодей, самый настоящий. Пусть он и был им всегда, но теперь все это знают однозначно. Его осуждают и даже презирают коллеги по бизнесу, что ранее радовались работе с ним. И даже здесь и сейчас он думает о Мёрдоке, замышляет что-то новое. Меня зовут Мэтт Мёрдок. Меня ослепила радиация, но мои остальные чувства стали невероятно острыми. Я живу в адской кухне и стараюсь навести тут порядок. Это все, что вы должны обо мне знать. И на этом история у нас заканчивается. В комментариях ты можешь найти ссылку на группу ВКонтакте и на Телеграм-канал. Если у тебя есть потребность в этих подписках, то, пожалуйста, конечно же, подписывайся. Если нет, то нет, что базару ноль, как говорится. И также не забывай подписаться на YouTube-канал и поставить уведомления. Большое спасибо за просмотр, мой дорогой друг. До новых встреч!